Турция с каждым днем все больше снимает сериалы для различных интернет-платформ. И самая популярная площадка в мире, Netflix, также радует зрителя своими замечательными сериалами. Если вам хочется незатянутой истории с красивыми турецкими актерами, то этот топ поможет вам определиться с выбором. Мы собрали, по нашему мнению, топ-10 самых популярных турецких сериалов и фильмов площадки Netflix. Школа турецких танцев. Главные роли исполняют Demet Özdemir и Uraskay Galaroğlu. После смерти родителей Айсель изо всех сил пытается найти свой жизненный путь, чтобы не падать в глубокое депрессивное состояние. Связь с ее семьей потеряна самым жестоким образом. Девушка даже задумывается о суициде. Чтобы окончательно избавиться от уныния, Айсель посвящает себя единственному в мире занятию, которое делает ее счастливой – танцы. Она начинает брать уроки танцев, поступая в школу Шонгюль. И когда друг, у которого давно есть тайные чувства к Айсель, хочет произвести на нее впечатление, он сообщает своей возлюбленной, что он также начал танцевать и хочет принять участие в соревновательном конкурсе. Айсель решает составить парню конкуренцию. У Селима похожая ситуация, его окутала пелена стрессов и отсутствие стремления к счастливой жизни. Он работает доктором. Шенгюль обоим предлагает стать участниками танцевального батла. И это выгодно не только как способ вытащить себя из депрессивной ямы, но и стать богаче на $500 000. Именно такой приз ждет победителя. Хакан – защитник. В главных ролях Чагатай Улусой, Айча Айшин Туран и Хазар Эргючлю. Простой парень Хакан узнает, что его миссия – оберегать Стамбул. Он и не собирался становиться героем, но когда узнает, что город может быть разрушен некими бессмертными из прошлого, то у парня не остается другого выбора. Сериал долгое время был в топе платформы Netflix. Узел. В главных ролях Ибрагим Челикол и Бельчим Бельгин. Что такое судьба? Подвластна ли она нам? Действительно ли можно ей управлять? Многие не раз задают себе этот вопрос на разных периодах своей жизни. В конечном итоге ответа на этот вопрос нет и по сей день. Есть только догадки, у каждого свои. В этой картине показана жизнь 3 людей, пути которых тесно переплелись, как мертвая петля. Началом всего послужила одна случайная встреча, с которой все и началось. Будет здесь страсть, любовь и разочарование. Немалой интригой станет прошлое, которое даст о себе знать в самый неподходящий момент. Хрупкие жизни. Главные роли исполнили Чагатай Улусой и Эмир Али Догрул. Мехмед – один из тех молодых людей, которые собирают бумагу, которую мы видим каждый день, но не обращаем на нее внимания или не замечаем в суете повседневной жизни. Самым большим другом Мехмеда, который управляет складом для вывоза мусора, является папа Тахсин, который взял его под свою опеку с самого детства. Однажды вечером после работы из мешка его друга Гонсалеса выпадает 8-летний мальчик по имени Али. Мехмед пытается найти дом Али и отвезти его к семье, а за это время их ждут авантюрные приключения. 50 квадратных метров. Главные роли исполняют Айбюке Пусат, Энгин Остюрк, Дженгиз Баскурт и Егит Киразджи. Главный герой сериала – загадочный киллер, которого зовут Гюльге, который пытается найти себя и по возможности отойти от криминальных дел, при этом сохранить жизнь и здоровье. В поисках информации о родителях Гюльге раскрывает мрачную правду о своем давнем покровителе Сервете, которому он приходится правой рукой. После череды непредвиденных обстоятельств главный герой оказывается в небольшом, но криминальном районе, под чужим именем, проживающим в квартире площадью 50 квадратных метров. Он решает отсидеться в этом, как ему кажется, тихом месте, но узнает, что местные жители приняли его за сына умершего лавочника. Сериал планирует выпустить еще 1 сезон. Дар. На сегодняшний день вышло 2 сезона. 17 июня планируется выход 3-го сезона популярного сериала «Дар». Главные роли исполняют Берен Саад и Мехмед Гюнсюр. Атие – молодая художница, живущая в Стамбуле. Девушка счастлива в отношениях с Азаном, не подозревая, что эта идиллия вскоре нарушится. Однажды
археолог Эркан находит таинственный артефакт в древнем комплексе Гёбекли-Тепе, с которым таинственным образом связана Атие. Она будет вынуждена искать ответы на вопросы, приоткрывая завесу между прошлым и настоящим, между миром духовным и материальным. Фатьма. Главную роль исполнила Бурджу Береджик. Фатьма – женщина 35 лет. На ее долю выпало немало испытаний. Ее мужа Зафера посадили в тюрьму. Героиня едва сводила концы с концами, работая простой горничной, пыталась обеспечить себя самостоятельно всем необходимым. Фатьма не жаловалась на тяжелую жизнь, безропотно ожидала супруга и верила, что с возвращением Зафера все изменится к лучшему. Ожидания женщины не оправдались. Выйдя на волю, муж исчез в неизвестном направлении. Все начинают считать, что он сбежал от супруги и решил начать новую жизнь. Только вот сама Фатьма сомневается в том, что ее возлюбленный смог бы так с ней поступить. Любовь 101. В главных ролях Кубилай Ака, Мерт Языджиоглу, Алина Бос, Пынар Денис, Ипек Фелис Языджи, Каан Пурганджиоглу, Селахатин Пашалы. История рассказывает про отношения компании молодых людей, которые учатся в лицее. История разворачивается в Турции в 1990 году и повествует о группе подростков-изгоев. Студенческая пора – время не только получения знаний и становления личности, но и время, когда завязывается крепкая дружба и первая любовь. Молодые люди очень привязываются к своей учительнице, которая хочет покинуть лицей, однако им в голову приходит идея, которая может заставить ее остаться. Ребята хотят создать ситуацию, при которой учительница Бурджу влюбится в их нового баскетбольного тренера Кемаля. Таким образом, ученики надеются удержать обоих учителей в лицее, однако они не учли то, что судьба иногда распоряжается событиями совсем иначе. В скором времени ожидается выход второго сезона. Чудо в камере номер 7. В главных ролях Араз Булут Эйнемли и Ниса София Аксангур. Мимо – взрослый мужчина с интеллектом 7-летнего ребенка. Однако он сумел построить семью, у него появилась дочь Ова. Однажды, проходя мимо парка, Мимо видит в озере девочку и пытается ее спасти. Но безуспешно, девочка погибает. Оказывается, она была дочерью начальника полицейского участка. И тот арестовывает мужчину и сажает в тюрьму. Мы встретились в Стамбуле. В главных ролях Ойкю Караэль, Фатих Артман, Фонда Эрейгит. Часто судьба готовит для людей самые неожиданные сюрпризы, которые способны разрушить все задуманное. Тогда приходится кардинальным образом менять свою жизнь, привычки, поступки. События турецкого сериала «Мы встретились в Стамбуле» будут разворачиваться вокруг 8 молодых людей, которым никогда еще не приходилось встречаться. У них различные культуры, религии и даже социальный статус. Казалось бы, их ничто не может связывать, но судьба дала им уникальный шанс начать жизнь с чистого листа. Пишите в комментариях, какой сериал или фильм вы уже смотрели, а какой заинтересовал вас и вы планируете его посмотреть. Если вы смотрели интересные сериалы от Netflix, которые не вошли в наш топ, обязательно пишите в комментариях. Мы сделаем вторую часть с лучшими сериалами от Netflix. Смотришь турецкие сериалы? Тогда подписывайся на наш канал, жми колокольчик и смотри первым все самое интересное из любимых сериалов.